Стабилизатор для смартфонов, который оснащен трехосевой системой стабилизации, имеет 4 режима работы, кнопку колесика для регулировки фокусного расстояния или масштабирования кадра, светодиодную панель статуса, удобный джойстик для управления наклоном, магнитный держатель для смартфона, технологию Active Track версии 5.0 для слежения за выбранным объектом, время автономной работы на одном заряде до 6 часов 24 минут. Ко всему, данная модель выполнена из качественных материалов, имеет стильный дизайн, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к стабилизатору под названием DJI Osmo Mobile 6 версии. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется стабилизатор в белой упаковке из плотного картона, на ней есть изображение, краткая характеристика и название модели. Пакинг отличный, упаковка пришла целая, как и само устройство. В комплекте мы имеем тканевый мешочек для переноски, за что плюс, так как это удобно. Далее есть относительно длинный кабель с USB-A на Type-C, краткое руководство пользователя, магнитное крепление для смартфона, тренога и сам стабилизатор. В отличие от DJI Osmo Mobile 4, новинка компактнее и легче. Да, и с DJI Osmo Mobile 5 здесь отличия тоже есть. Вес стабилизатора вместе с треногой и креплением для смартфона составляет 410 граммов. Габариты в раскрытом состоянии 276 на 111 на 99 мм. В сложном 189 на 84 на 44 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Не забудьте подписаться на телеграм взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Все розыгрыши, кстати, 30 числа каждого месяца на стриме. А кто подписался с колоколом, огромное вам спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Стабилизатор DJI Osmo Mobile 6 можно приобрести только в темно-серой расцветке. Дизайн устройства лично мне очень нравится, в отличие от прошлых моделей, он выглядит более профессионально. Корпус стабилизатора выполнен из матового пластика, также на рукоятке есть прорезиненная вставка. Материалы качественные и прочные, все подвижные части хорошо собраны, люфта я не обнаружил. Тренога удобная, крепится с нижней части стабилизатора, используя стандартный разъем на четверть дюйма. Стабилизатор устойчиво стоит на поверхности и не скользит благодаря прорезиненным вставкам на ножках треноги. Магнитное крепление для смартфона хорошо удерживает смартфон, плюс за то, что оно имеет прорезиненные вставки и за то, что крепление выполнено таким образом, чтобы не было случайных нажатий кнопок на смартфоне. Но из всех смартфонов, которые я тестировал вместе с этим стабилизатором, так дела обстоят только у iPhone 13 Pro и выше. Да, и в целом сразу хочу отметить, что приложение и сам стабилизатор в первую очередь оптимизируются под смартфоны от Яблока. Что касается самого стабилизатора, складывается он не так просто, как прошлые стабилизаторы, и сделано это для того, чтобы стабилизатор в сложенном состоянии занимал меньше места. В 5 и 6 серии стабилизаторов от DJI также есть интересная функция монопода. Просто берем и выдвигаем верхнюю часть стабилизатора, но по непонятной мне причине в DJI Osmo Mobile 6 ход этого механизма очень тугой, а в 5 версии все было значительно удобнее. На корпусе данной модели находится краткая информация, логотип DJI с тиснением, разъем для зарядки Type-C, разъем M3.05 для крепления дополнительных аксессуаров, и, к слову, также можно прикупить дополнительный держатель для телефона с подсветкой или комбо-влог, в который входит микрофоны и различные устройства. Но я бы не рекомендовал, так как это стоит дороже, чем сам стабилизатор. По управлению здесь все просто, есть джойстик, у которого ход куда приятнее, чем у 4 версии, кнопка куркового типа для центровки кадра, включение технологии Active Track версии 5.0 для слежения за выбранным объектом и блокировкой и разблокировкой. Кнопка M отвечает за включение-выключение устройства, за переключение режимов работы, и тройным нажатием на нее можно перейти в режим ожидания. Под ней находится кнопка запись для начала или остановки записи видео, а в режиме фото можно совершать снимки, нажимая на нее. Далее есть кнопка переключения между фронтальной и основной камерой. Чтобы поменять ориентацию с горизонтальной на вертикальную, наоборот, необходимо нажать на эту кнопку 2 раза. А чтобы переключаться с видео на фоторежим, нажимаем 3 раза. Из нововведений это боковая кнопка колесика для регулировки фокусного расстояния, а также для масштабирования. Сразу отмечу, что данная функция интересная и полезная, но расположение кнопки колесика лично мне не нравится, так как при съемке одной рукой я часто задевал ее большим пальцем и в итоге сбивался масштаб или фокусное расстояние. Последнее, что можно заметить, это небольшая панель статусов, заряд аккумулятора, индикатор того, что стабилизатор включен и готов к работе, индикатор выбранного режима. Перейдем же к основным характеристикам. DJI Osmo Mobile 6 имеет трехосевую стабилизацию, он может поворачиваться от минус 161 градуса до 173 градусов, наклон от 101
градуса до 78 градусов и крен от 120 градусов до 211 градусов. Стабилизатор имеет 4 режима работы, такие как следование, блокировка наклона, вид от первого лица и спин-шот. Для улучшения снятого контента предусмотрена функция Shot Guides, которая автоматически распознает обстановку и предоставляет небольшой урок. Работает эта функция, разумеется, в приложении. Вес смартфона, который будет использоваться в паре со стабилизатором, должен находиться в районе от 170 до 290 граммов. Толщина от 6,9 до 10 мм, а ширина от 67 до 84 мм. Стабилизатор имеет функцию автоматического включения после раскрытия его, а также автоматическое определение, установлено ли крепление для смартфона или нет. Bluetooth используется в версии 5.1, странно, что не 5.3, но вот так, зажали они. Что касается аккумулятора, установлен литий-ионный 2S аккумулятор на 1000 мАч, полный цикл зарядки занимает в среднем 1 час 30 минут, время автономной работы для моих задач достаточное. У меня он живет не больше 6 часов в лучшем случае, но в основном выходит 5 часов 45 минут. Защита от воды и влаги официально производитель не заявлял, так что не советую использовать его под дождем или рядом с водой. Для полноценного использования стабилизатора необходимо установить приложение DJI Mimo, оно доступно как на Android, так и на iOS устройствах. Как я уже говорил, стабилизатор DJI лучше заточено под смартфоны Apple. Но использовать стабилизатор, разумеется, можно и с другими смартфонами. К слову, на официальном сайте есть список совместимых смартфонов. Это не значит, что другие нельзя использовать, просто с этими он будет работать лучше. Первая причина, по которой я бы не использовал какой-либо Android смартфон со стабилизатором DJI Osmo Mobile 6, и не только с этой моделью, так это то, что у Android смартфонов в приложении DJI нет возможности выбрать 4К 60 FPS, а есть только 4К 30 FPS и ниже, а вот на iPhone есть поддержка 4К 60 FPS. Вторая причина заключается в том, что с iPhone стабилизатор в приложении работает корректнее, нежели с Android смартфонами. В приложении достаточно много различных настроек. Из основного это вкладка с настройками видео, вкладка с настройками стабилизатора, такими как настройка скорости следования, настройка зума, переключение режимов, скорость джойстика, управление джойстиком и автоматическая калибровка стабилизатора. Из режимов для фото и видеосъемки есть гиперлапс, таймлапс, динозум, видео, фото, панорама, режим истории с предустановками. Во всех этих режимах достаточно много настроек, и удобно то, что есть обучение и всплывающие окошки, в которых все понятно объясняется. Для обработки отснятого материала производитель предлагает установить приложение LightCut, что подойдет для новичков. Для примера работы стабилизатора я выставляю снятые видео на смартфон со стабилизатором, без него, а также вы можете увидеть, как работают различные режимы, такие как Active Track 5.0, гиперлапс и не только. За время использования я понял, что данный стабилизатор хорош в своем деле, но у него есть свои недостатки. К примеру, во время слежения за выбранным объектом, если данный объект перекрывает другой объект, то фокус может слетать. Также угол наклона стабилизатора вниз меньше, чем у Osmo Mobile 4 версии, что лично для меня очень важно. Минусы: неудобное расположение кнопки колесика, маленький угол наклона вниз, нет хорошей оптимизации под Android смартфоны, джойстик сильнее выпирает в отличие от прошлых моделей и не имеет прорезиненную поверхность. Механизм монопода туговат. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании. Всем, кто посмотрел данный ролик, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. Резюмирую, DJI Osmo Mobile 6 действительно отличный помощник для создания фото и видеоконтента. Плюс за то, что он выполняет не только функцию стабилизатора картинки. Для своих задач я бы, скорее всего, оставил DJI Osmo Mobile 5 серии. При этом 4 до сих пор пользуется еще мой оператор Игорь, поэтому от нас девайсу коллективное да, но если у вас есть 4 или 5 версия, переходить смысла на 6 нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья!